Всем привет, друзья! Мы получаем огромное количество запросов на поиск автомобиля компактных размеров, который будет эксплуатироваться в черте города Москвы и стоить в пределах 1 миллиона рублей. Итак, топ-3 варианта с небольшим бюджетом рефрижераторов, которые вы можете для себя выбрать. Вариант первый. Полнокомплектный рефрижератор на базе Lada Largus. Из плюсов то, что это компактные габаритные размеры, более эстетически красивый внешний вид за счет цельнометаллического кузова. Из плюсов еще также возможность заказать автомобиль с двигателем 16-клапанным от Lada Vesta. Из минусов то, что здесь после утепления из 2,5 кубов внутреннего объема в вашем распоряжении остается всего 1,8 куба. Но при этом боковую дверь мы по вашему желанию можем сохранить для удобства погрузки и разгрузки. Базовые автомобили поставляются либо с 8-клапанным мотором, либо с 16-клапанным мотором. При этом мы вам можем предложить модификацию с 8-клапанным мотором в бюджете полнокомплектного рефрижератора с ценой ориентировочно 930-950 тысяч рублей. Но можем также вам предложить и модификацию с 16-клапанным мотором, которая по умолчанию идет со штатным кондиционером. Если кондиционер вам не нужен, то полнокомплектный рефрижератор будет стоить 1 миллион рублей. А если вам нужен и кондиционер, и холодильная установка, то стоимость машины резко возрастет. Ориентировочно 1 миллион 150 тысяч рублей. Вариант номер 2. Полнокомплектный рефрижератор на базе ВИЗ-2349, основу которого составляет морда от Lada Vesta. Из плюсов это компактные габаритные размеры, невысокая стоимость в нашем исполнении это 940 тысяч рублей, а также исполнение автомобиля в виде шасси, на которое мы можем установить изотермический фургон правильной формы, который в базовом исполнении дает вам габаритные размеры 1,90 м длина, 1,70 м ширина и 1,20 м высота. Внутренний объем у нас 3,2 куба и 2 европалета вместимости. Компоновка в виде шасси позволяет вам получить на этом автомобиле изотермический фургон с ровным полом. Это гораздо более удобно и больше, чем у Lada Largus. Там 1,8 куба, здесь 3,2 куба. Из недостатков здесь одна единственная комплектация. 8-клапанный мотор, который для этого автомобиля при полной загрузке иногда не хватает. При этом грузоподъемность нашего автомобиля со штатными рессорами составляет примерно 450-500 килограмм. Полнокомплектный рефрижератор по состоянию на начало 2020 года в исполнении изотермической будки толщиной стенок 50 мм, а также универсальной холодильной отопительной установки, которая на этом объеме даст вам любую температуру в интервале от плюс 5 до минус 10 градусов, составляет 940 тысяч рублей. Вариант номер 3 для ценителей. Этот вариант автомобиля появился в угоду требованиям рынка. Людям, кому был мал объем 3,2 куба, постоянно просили нас сделать фургон чуть-чуть побольше. Таким образом появилась наша третья модификация. Полнокомплектный рефрижератор на базе Lada Vesta, модификация ВИЗ-234920. Из преимуществ это компоновка автомобиля в виде шасси и огромное преимущество в виде установленного фургона увеличенных размеров. Компоновка в виде шасси позволяет сюда установить нам фургон увеличенных размеров. Длина составляет 2,2 метра, ширина 1,70 м, высота 1,5 метра. В пересчете мы получаем 4,5 куба внутреннего объема и вместимость по палетам почти 3 европалета. При этом боковая дверь на фургоне, как вы видите, она идет в штатном исполнении. Вот так выглядит типовое исполнение полнокомплектного рефрижератора. В данном случае холодильная установка не установлена, потому что мы ждем, когда конкретный заказчик скажет нам конкретную задачу. Я хочу или охлажденку, или заморозку, холодильник такой или иной марки. Досборка занимает у нас 2 дня по вашему желанию. В данном случае мы имеем внутренние размеры 2,09,
длина, ширина 1,59 и высота 1,39, что дает нам как раз вот эти самые заветные дополнительные кубы объема. Это почти в 1,5 раза больше, чем наш полнокомплектный ВИЗ со стандартным фургоном на 3,2 куба. Опять же, не забывайте, если вы возите глубокую заморозку, либо какие-то у вас есть особые пожелания, то мы вам можем сделать стенки толще, мы вам можем поменять настил пола на алюминий или на заливной, мы вам можем сделать любое количество боковых дверей, а также любое количество опций внутри, которые вам важны в условиях вашей логистики. Если стандартной грузоподъемности в 450 кг вам недостаточно, мы вам можем усилить задние рессоры. Таким образом вы сможете перевозить до 600 кг груза. Но также остается главный недостаток этого автомобиля, о том, что под капотом установлен мотор мощностью 87 лошадиных сил, что при 600 килограммах возможно будет недостаточно или очень мало. Итак, господа, у наших автомобилей примерная общая грузоподъемность составляет 500 килограмм. У наших автомобилей примерная стоимость составляет 1 миллион рублей, плюс-минус. Но у варианта номер 1 с 8-клапанным мотором цена 930 тысяч рублей, с 16-клапанным мотором цена 990 тысяч рублей. И при этом 1,8 куба внутреннего объема. У варианта номер 2 цена 940 тысяч рублей, 8-клапанный мотор и внутренний объем 3,2 куба. У варианта номер 3 8-клапанный мотор, цена 1 миллион рублей и огромная будка 4,5 куба внутреннего объема, почти 3 европалета. Какой автомобиль подходит лично вам, решать лично вам.